Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, какие события нас ожидают в июле 2025 года. 9 июля станет особым днем. По индийскому календарю это Гуру Пурнима. Это время, когда мы отдаем дань уважения своим учителям, признавая их вклад и выражая им благодарность. Дата праздника не является фиксированной и обычно выпадает на июнь или июль по григорианскому календарю. Гуру Пурнима в 2025 году начнется 9 июля в 20 часов 7 минут по Гринвичу и продлится до 10 июля 20 часов 36 минут. Этот праздник связан с уважением и признанием заслуг учителей, относится не только к духовным наставникам, но и ко всем, кто передает знания и опыт. Даже простые, на первый взгляд, незначительные уроки могут привести к важным результатам в будущем. В современном мире в этот день можно выразить признательность школьным учителям, университетским преподавателям и всем, кто помог нам осознать что-то важное, включая родителей, которые являются нашими первыми наставниками. Термин «гуру» в нейтральном смысле обозначает значимую личность, которая может быть экспертом в одной области, но менее компетентной в другой. Это может быть, например, когда супруги учат друг друга новым навыкам или друзья обмениваются знаниями в разных сферах. Таким образом, каждый человек может быть учителем для другого. В негативном смысле гуру может означать трудности и испытания, связанные с процессом обучения, который требует усилий и концентрации. Однако, если подходить к этому правильно, любые наставления принесут пользу. Игнорирование этого процесса может привести к застою в личностном и духовном развитии. С астрологической точки зрения в индийской астрологии Джиотиш планета Юпитер, называемая гуру, символизирует духовность, образование и мудрость. Юпитер считается величайшим благодетелем, а его уроки, даже если они сложны, всегда несут положительное значение. Они помогают улучшить жизнь, представляют новые знания и понимания, которые позволяют избегать ошибок в будущем. 10 июля произойдет полнолуние в Стрельце. В период полнолуния Луна достигает своего максимального потенциала, становясь настолько же влиятельной, как и Солнце, а иногда даже более значимой. Это объясняется тем, что в полнолуние Луна и Солнце находятся напротив друг друга, в противоположных знаках зодиака. Луна светит отраженным солнечным светом, и в полнолуние она полностью ловит и передает его нам, делая его менее обжигающим. Когда Луна находится в своей зрелой фазе, она обеспечивает сильную поддержку, развивает интуицию и гуманность. Эти качества позволяют ей трансформировать энергию знака, в котором она находится, а также энергию Солнца, которой она воссоздает. Если в полнолуние Луна оказывается в знаке Стрельца, то Солнце в это время пребывает в Близнецах. Близнецы характеризуются непостоянством, непоследовательностью и разбросанностью. Однако энергия Солнца компенсирует эти качества, помогая сфокусироваться и четко видеть цели. Стрелец способен направить внимание на конкретные задачи, обеспечивая ясность и концентрацию, которые могут быть недостаточны в период влияния близнецов. Когда Сатурн начинает ретроградное движение, как это произойдет 13 июля в знаке Рыб, важно быть особенно осторожными и осознанными в своих действиях и обещаниях. В этот период рекомендуется тщательно оценивать свои возможности и браться только за те дела, которые вы уверены, что сможете выполнить. Также следует давать только такие обещания, которые не будут нарушены. В это время может возникнуть дилемма, стремление выполнить все наилучшим образом, возможно, в ущерб своему здоровью, или же отказ от обязательств ради сохранения хорошего самочувствия. Кроме того, появится желание навести порядок в жизни, структурировать мысли и дела, контролировать то, что раньше казалось неконтролируемым. Теоретически все эти начинания могут быть успешными и даже лучше, чем в другое время. Однако ретроградный Сатурн может затянуть вас в эти дела так глубоко, что есть риск потерять связь с реальной жизнью и потерять оптимизм. Сатурн, будучи великим ограничителем, требует знания меры во всем, и это особенно актуально в период его ретроградности.
16 июля Солнце войдет в знак Рака, что принесет изменения в эмоциональную сферу. В этот период люди становятся более мягкими, чуткими и внимательными. Эмоциональная восприимчивость усиливается, и людей легче растрогать или обидеть. Однако вместе с этой эмоциональной чувствительностью могут возникнуть трудности с правильной самооценкой. Потребности других людей могут казаться более значительными, чем собственные, что может препятствовать достижению личных целей. Реакции на события становятся более эмоциональными, и управлять чувствами может быть сложнее, чем обычно. Важно помнить о своих собственных потребностях и стремиться к балансу между заботой о себе и вниманием к окружающим. Ретроградные периоды Меркурия, происходящие 3 или 4 раза в год и длящиеся 3-4 недели, оказывают значительное влияние на различные сферы жизни. В июле Меркурий станет ретроградным 18 числа. В это время не стоит ожидать высокой заинтересованности в обучении, особенно в учебный год. Также не стоит рассчитывать на серьезные выводы о текущих событиях. Но 18 июля у нас будут каникулы у детей, поэтому тут на детей не особо влияние будет оказывать ретроградный Меркурий, я думаю, но на всех остальных может оказать влияние. Во время ретроградного движения Меркурия могут возвращаться старые знакомые и возобновляться утраченные связи. Однако оценивать перспективность этих отношений лучше, когда Меркурий снова станет директным. Также могут возникать старые мысли и идеи, которые вы забыли или отложили. Желание учиться чему-то новому, о чем вы думали раньше, может возрасти, но начинать реализацию таких проектов стоит после завершения ретродвижения. В ретроградные периоды не рекомендуется делать важные покупки, особенно средств связи, или уступать в роли посредника, так как результаты могут разочаровать. Лучше избегать поиска и восприятия новой информации, доверия советам других или раздачи собственных советов. Это время лучше посвятить наведению порядка в собственных мыслях и данных, которыми вы уже располагаете. 24 июля произойдет новолуние в знаке Рака. В этот период старая Луна умирает, а новая рождается. И доминирующей становится энергия Солнца, которая почти полностью перекрывает влияние Луны. Новолуние оба светила находятся в одном знаке зодиака, и Солнце, имеющее круглую форму, становится доминирующим по сравнению с тонким месяцем Луны. Во время новолуния молодая Луна теряет свою адаптивность и гибкость, подчиняясь энергии знака, в котором она находится, и преобладающему влиянию Солнца. Однако, поскольку Рак — это собственный знак Луны, ее влияние остается значительным. Здесь формируется противоречие. Луна сильна из-за своего положения в Раке, но слаба из-за фазы новолуния. Этот парадокс обнуляет эмоции и открывает возможность для начала нового цикла их проживания. Новолуние в Раке может быть временем для переоценки эмоциональных реакций и для более осознанного подхода к своим мыслям. Это подходящий момент для внутреннего обновления и настройки на более гармоничное проживание эмоций. 26 июля Венера переходит в знак Близнецов, что может пробудить желание расширить круг общения и контактов. Если ваша вторая половинка не является любителем компании, это может привести к некоторым разногласиям. В это время может возрасти интерес к изучению нового, особенно в контексте личных отношений и творческих художественных направлений. Однако расставить приоритеты среди множества увлечений может быть непросто. Активное общение с разными людьми может привести к некому отдалению от вашего партнера, а увлечение несколькими хобби одновременно может не дать ощутимых результатов ни в одном из них. Этот период больше подходит для ознакомительной и обзорной деятельности, чем для достижения серьезных результатов. Важно сохранять баланс
между новыми интересами и существующими обязательствами, чтобы избежать напряжений и разочарований. 28 июля Марс переходит в знак Девы, что может вызвать некоторые трудности с принятием решений. В это время может не хватать понимания тонкостей ситуации, что затрудняет оценку общей картины, так как внимание сосредоточено на мелочах. Проявление инициативы, лидерства и продвижение новых начинаний также может стать сложной задачей. Этот период лучше посвятить делам, на которые не хватало сил и времени ранее, особенно если они требуют детального изучения или проработки. Это хорошее время для наведения порядка в шкафах и на полках, где хранится множество мелочей или документов. Можно упорядочить записи или наблюдения, а также направить энергию на помощь людям, нуждающимся в поддержке. Занятия, связанные со здоровьем, также могут быть особенно продуктивными в этот период. Даже если уроки кажутся пугающими, они ведут к прогрессу и развитию, как рассвет, следующий за темной ночью. Поэтому важно ценить всех наставников, вне зависимости от их роли в вашей жизни. До новых встреч, дорогие друзья! Если вам видео было полезно, поставьте лайк и подпишитесь на канал.